Здорово. В видео речь пойдет о способах оптимизации работы в FL или как сделать работу в FL приятней. Недавно, как, наверное, уже все знают, вышла FL21, где появились крутые новые фишечки. Первая часть видео будет для всех, а вторая часть для тех, кто уже перешел в новую версию FL. Начнем с построения своего собственного темплейта. Моя точка зрения такова. Чем больше пресетов и шаблонов ты используешь, тем сильнее загоняешь себя в рамки. Именно поэтому я не имею в своем темплейте заранее подготовленные каналы или синтезаторы. Единственное, что есть в моем темплейте, это разукрашенный мастер, добавленный премастер и несколько каналов, которые прикреплены к правой части микшера. Чуть-чуть отвлечемся, как прикрепить каналы к левой или правой стороне микшера. Выбираем нужный нам канал, нажимаем правой кнопкой мыши, потом переходим в Dock to Left, Middle, Right. Middle — это по умолчанию, то есть это все вот эти каналы. Dock to Left присоединяется к мастеру, Dock to Right присоединяется к правой стороне, вот здесь вот. То есть, когда вы будете мотать, ваши каналы не пропадут. Это полезно при записи, это полезно при посылах на реверб, на параллельную компрессию и всякое такое. Давайте приступим к написанию своего собственного темплейта. Я начну с заготовки, которая уже есть в FL Studio. Это проект Empty, или вы можете выбрать Empty with 4 Cents. Я выберу Empty, да, открываем его, и, как видим, это абсолютно пустой проект, без каких-то инструментов, то есть просто пустой микшер. Что я делаю? Допустим, я хочу канал добавить один вправо, один добавить влево, разукрасить как-нибудь. Чтобы разукрасить какой-то канал, быстро нажимаете колесико мыши по нужному нам каналу. У нас вот такая вот менюшка открывается. Если вы хотите рандомный цвет, нажимайте правой кнопкой мыши по вот этому значку, и у вас будет рандомный цвет. Допустим, ставим такой, что-нибудь напишем и выберем какую-нибудь иконку. Готово. Запомнили. Теперь давайте я кину какой-нибудь плагин на мастер-канал, чтобы было понятно, что плагины тоже сохраняются. То есть вот я кинул на мастер-канал Invisible Limiter, о котором я уже говорил. Теперь давайте попробуем кинуть, допустим, Serum. Опять же, все, что сделаете в этом проекте, оно будет у вас по умолчанию, если вы поставите его темплейтом. То есть вы можете выбрать свои самые любимые синтезаторы, которым вы чаще всего пользуетесь, перекинуть их на дорожки, обработать как-то и сделать такой себе темплейт, чтобы долго этим не заниматься каждый раз. В моем случае это абсолютно пустой темплейт, но вы можете сделать это по-своему. Окей, мы сделали какое-то подобие темплейта, то есть мы даже можем паттерны здесь разгонять как-то, да? Поставим чуть-чуть паттернов. Дальше что нам нужно сделать? Нажимаем файл, сохранить как. Если у вас старая FL, то у вас такого не будет. Я сейчас сижу в FL21, чуть позже опять вернемся к всему связанному с FL21. Называем как-нибудь по-интересному проект. И нам нужно найти папку с FL. Она может быть установлена на диске C или на каком-то другом, где вы ее сами устанавливали. Идем дальше. Мы открываем папку с FL, потом заходим в Data, Templates. Здесь мы можем сделать отдельную папку с темплейтами. У меня она уже есть, у меня 3 темплейта. Чуть позже я расскажу почему. Вот, допустим, выберем папку. По вот этому вот пути у нас сохранится этот темплейт. Сохраняем. Все, темплейт сохранится, теперь нам нужно перезапустить FL. Мы перезапустили FL, теперь что мы делаем? Переходим в Options, General Settings. У вас будет чуть-чуть другая менюшка, но принцип тот же самый. У вас будет точно такое же окошечко, только оно будет у вас справа снизу в этой менюшке. Здесь мы видим Default Template. Здесь выбираем наш темплейт в папке. Вот он, открыли его, все. Теперь каждый раз, когда мы создаем новый проект с нуля, у нас будет открываться именно этот темплейт. То есть вот, паттерны на месте, Serum на месте, разрисованный канал на месте и плагин на мастере тоже на месте. Таким образом, вы можете сделать себе несколько темплейтов, как у меня. У меня, допустим, вот я вам покажу. У меня 3 темплейта. Один для создания битов, второй для создания рока и третий для сведения. Вы можете сделать также их несколько штук под разные жанры, чтобы упростить себе работу в будущем. С темплейтами на этом все. Теперь давайте перейдем к следующему пункту. Это сортировка плагинов по категориям. Стандартный FL мне не понравилось, как он делает категории, поэтому я сделал свои категории, удалил все стандартные. Как это сделать? Ну, сперва начнем. Как добавить плагины в FL? Нажимаем Options, Manage Plugins. Здесь у нас высвечивается вот такое вот окошко. Что мы делаем? Вот здесь вот есть меню, где у нас находятся все пути до плагинов. Нажимаем вот на эту папочку с плюсиком, и у нас открывается окошко, где мы должны прописать путь к папке с плагинами. Именно VST, VST2, AAX с плагином и так далее. Основной путь до плагинов — это обычно диск C, Program Files или Program Files x86. В папке Program Files x86 обычно хранятся плагины, которые имеют 32-битное разрешение, поэтому если у вас 64-битная Windows, я думаю, это не особо вам нужно. Все 64 бита плагины находятся в Program Files. Здесь, скорее всего, у вас будет папка либо VST Plugins, либо Steinberg. Может быть, вы отдельную папку сделали на другом диске, это уже вам смотреть надо.
Но у меня лично все плагины в Штейнберге и VST Plugins. Соответственно, мы выбираем какую-то папку и нажимаем Find Installed Plugins. У вас пройдет анализ плагинов, и после этого все новые плагины у вас будут помечаться вот таким вот желтым шрифтом. Я покажу на примере Fruity Flanger, как его добавить в отдельную категорию. Нажимаем «Фаворит», у нас появляется звездочка, и вот здесь пишем категорию, которая нам нужна. Допустим, у меня есть категория Horus. Нажимаем Apple Changes, и теперь посмотрим, есть ли у нас теперь в Хорусе этот Fruity Flanger. Есть. А теперь давайте я покажу, как сделать вот такие вот отдельные сноски с плагинами. Это делается через папки. Нам нужно открыть документы, потом ищем папку Imagine Line. Заходим здесь в FL Studio, потом переходим в папку пресеты. Здесь находим плагин Database, и здесь у нас отдельно Generators и Effects. Generators — это ввести инструменты, вы здесь тоже можете все под себя сделать. Давайте на эффектах покажу. У меня лежат просто вот такие вот файлы. Вы можете открыть какую-то категорию, и там будут у вас эти файлы с этими названиями. Допустим, мне хочется вытащить TubeTech PE1C, и я, допустим, просто копирую его и вставляю сюда. Все, теперь я смогу его быстро доставать, не заходя в какие-то папки через дерево. То же самое вы можете сделать и с инструментами, то есть это Generators. Здесь также можно делать свои папки, переименовывать их и закидывать туда вот эти вот файлы. Можно переименовывать какие-то пресеты. Если вам нужно сделать все с нуля, просто удаляете все, что здесь есть, и начинаете построение категорий с нуля, как вам нравится. В моем случае я сделал много разных категорий, и здесь у меня почему-то 2 эквалайзера аналог, но это не важно. Теперь перейдем к кастомизации вот этой вот верхней менюшки. Это можно сделать на последних FL, то есть 21, 20, остальные я не уверен, но если у вас 20, то вполне себе можно. Нажимаете вот эту кнопочку View, потом Toolbars, Edit. И вот у вас появляется вот такое вот меню. Здесь вы можете поменять кнопки местами, поменять кнопки вовсе, удалить какие-то кнопки, добавить какие-то кнопки. Смена языка почему-то здесь есть, кстати, не видел до этого. Можно поставить пустые пространства между кнопками, чтобы на них было легче нажимать. Также вы можете сократить себе верхнее меню, чтобы оно было не в 2 слоя, как обычно, то есть вот так вот, чтобы второй слой заполнялся. А чтобы был только один слой, мне так легче работать, просто вот эстетически приятней. Теперь перейдем к сортировке драмкитов. Это, если что, FL Studio 21, я чуть позже буду показывать, как этим всем пользоваться. Я специально разделил видео по эпизодам, чтобы вам было легче найти то, что вам нужно. Сейчас я расскажу именно про общую сортировку. В новой FL это не так важно, потому что вы можете сами это все сортировать уже в новой FL, но все равно сортировка будет полезна. У меня есть отдельная папка с сортировкой, допустим, у меня есть лучшие 808, там лучшие хай-хеты и так далее, агрессив драмкиты, которых тут мало. Но это моя вторая папка, то есть у меня до этого была огромная папка где-то на 500 гигабайт, где у меня все так было рассортировано, это было очень удобно. Допустим, я вам на примере покажу, вот мне нужен бумбэп, у меня всего лишь 4 драмкита с бумбэпом. И когда у меня вот эти 4 драмкита с бумбэпом лежат среди вот стольких вот EDM, вот стольких вот трэпов, их сложновато найти, и уходит очень много времени на то, чтобы найти нужный тебе драмкит. Допустим, мне нужен просто бумбэп, а я ищу там среди EDM, дрилла, ваншотов, сэмплов и так далее. Это как бы такое себе. По опыту могу сказать, что чем раньше ты возьмешь себе привычку сортировать все, тем легче тебе будет жить в будущем. В начале пути у вас может быть не так много драмкитов и проектов, но когда вы начнете скачивать драмкиты, постепенно ваша папка может расшириться до 500 гигабайт или 1 терабайта. В таких случаях сортировка необходима. У меня вот есть отдельная папка, опять же, про которую я уже сказал, и это очень полезный способ найти то, что вам нужно. Чем быстрее вы управляете своей DAW, тем больше сил и энергии вы сможете отдать чистой работе с музыкой. И это очень важно. А теперь часть видео для тех, кто перешел на FL21. Новая FL — это нечто, и наконец-то фрутилупщики могут хоть чуть-чуть почувствовать себя нормальными продюсерами. Чуть-чуть отойду от темы, мы вернемся еще к сортировкам в FL21. Добавили новую функцию тем. То есть раньше это была проблема, что приходилось скачивать какой-то сторонний инжектор, который тебе менял тему. И иногда были проблемы с совместимостью, и это плохо. Сейчас это официально можно менять себе тему. Если заранее заготовленные темы, их можно все потестить уже в новой версии, которая недавно вышла. Тут можно сделать свою кастомную FL, то есть можно поменять цвет у всех метров, минус 6,0 дБ. Я этим потом займусь у себя. Я вам тоже этим советую заняться. Либо можете выбрать какой-то из стандартных, которые вот тут уже приведены. Есть 3 белых даже. И, кстати, они вполне себе неплохо выглядят. Давайте посмотрим. Вырвиглазно отчасти, да, согласен, но кому-то нравится. Ну, давайте вернемся к сортировкам. Что добавили в FL21? Очень крутой браузер. Новые настройки браузера. У нас есть несколько новых вкладок.
Сюда заходим, у нас, как обычно, да, все папочки, но здесь вот вы видите, у меня высвечиваются прям дорожки. Как это сделать? Правой кнопкой мыши нажимаем на All, View Layout, нажимаем 3, у нас показывается вот такое вот окошко, просто скучненько, да, как бы, ну, мне такое не нравится. Либо вы можете выбрать стандартное, то есть вот такое вот. Оно занимает меньше места, то есть на маленьких мониторах это вообще идеальный вариант. И вот есть вот такое вот наведение. Вы теперь видите волну ваншота. Если у вас она не работает, то вам нужно опять правой кнопкой мыши нажать вот по этому значку и нажать Show Preview. После этого у вас появятся вот такие вот сэмплы. Опять же, это очень полезная вещь, особенно когда это большие какие-то лупы или сэмплы. Вы можете правой кнопкой мыши нажать на любую позицию на этом сэмпле и проиграть ее. Но давайте вернемся к сортировкам. Начнем с того, что в FL21 есть новые функции, связанные с браузером. Можно добавлять ваншоты в избранные и присваивать им разные теги. Допустим, чтобы добавить в избранное, нужно нажать вот на эту звездочку. Она будет в любом отображении просто рядом с ваншотом. Нажимаем на нее, и этот сэмпл появляется у нас вот в этой вкладке со звездочкой. Теперь по поводу тегов. Нажимаем правой кнопкой мыши по нужному нам сэмплу, и здесь мы видим текст, который уже существует, то есть теги, которые мы уже присваивали кому-то, и можем добавить свой отдельный тег. Нажимаем, пишем какой-то свой тег, и после этого этот тег будет присвоен этому ваншоту, то есть он будет автоматически закреплен за ним. Чтобы открыть поиск по тегам, нам нужно нажать вот на эту кнопку с надписью Tags, и у нас откроются все наши теги. То есть мы нажимаем какой-то тег, допустим, 808, и все 808, которые я добавлял под этот тег, они будут высвечиваться вот здесь вот. То есть разные папки, конечно, но, опять же, очень полезно. Такая же система с тегами работает и в избранных. То есть в избранных у вас, грубо говоря, одна папка избранных. И здесь вы тоже можете выбрать какой-то определенный тег, и после этого вам покажутся именно те ваншоты, которые имеют этот тег. Это очень удобная функция, и я очень давно ее ждал. В принципе, это конец видео. Надеюсь, я тебе помог. Хочу напомнить, в моей группе ВКонтакте есть бесплатный драмкит, который ты можешь получить, просто написав мне в личные сообщения в группе ВКонтакте. Все ссылки в описании. Спасибо за просмотр.